Всем привет! Вы на канале Ботан IT и с вами Саня. В этом видео я расскажу, как перейти с Хэна на актуальную версию прошивки, и также обсудим некоторые тонкости этого процесса. Главное преимущество актуальной прошивки в доступности онлайн-сервисов и игр по сети. Возможно, вы ознакомились со всем, что было вам интересно, и решили обновиться со старой прошивки. Однако перед этим нужно обязательно очистить все следы использования Хэна, чтобы не получить бан. Об этом и пойдет речь. Все сводится к удалению и сбросу PS4. Для этого есть несколько способов. Инициализация через настройки. Это самый простой и действенный способ. В настройках спускаемся в самый низ. Видим пункт инициализация. Он как раз расположен чуть выше дебаг настроек. Намек на переход на светлую сторону. На выбор дается два варианта. Быстрая и полная. Можете прочитать на паузе, чем они отличаются. Если кратко, то при полной происходит посекторное удаление. И при нем невозможно восстановить данные. А при быстром можно, но никто этого делать не будет. Поэтому как хотите. Выбирайте любое. Просто полное будет делаться дольше. После инициализации можете обновляться на актуальную версию. Однако помните, даунгрейда на момент записи видео не существует, поэтому это путь в один конец. Шестой пункт безопасного режима. Заходим в безопасный режим. Внизу есть шестой пункт – инициализировать систему PS4. Он удалит всех пользователей и абсолютно все данные. Останется только прошивка. Лично я бы рекомендовал именно этот способ, потому что он более надежный. Седьмой пункт безопасного режима. Чуть ниже можно найти седьмой пункт. Как понятно из названия, он делает то же самое, что и шестой, но еще и переустанавливает прошивку. Это прямо гарантированно защитит вас от бана. Для его использования нужна полная прошивка, которая весит 1 гигабайт, и флешка в формате FAT32 или EXFAT. Можно поставить сразу актуальную версию. Заходите на официальный сайт и скачивайте полную прошивку. Тут всегда лежит самая новая версия ПО. И устанавливайте ее согласно инструкции, которую вы видите сейчас на экране. Форматировать жесткий диск в ПК. Лично я бы выбрал именно этот метод. Для этого надо вытащить жесткий диск из PS4. Это делается крайне просто на всех моделях. Даже гарантия не слетит. Далее подключаете его напрямую по SATA 3 компьютеру или по USB, используя переходник. Появится нераспознанное устройство, потому что ПК не читает файловую систему PS4. И скорее всего предложит отформатировать. Форматируйте и возвращайте в PS4. Далее устанавливайте прошивку с нуля. Все как в предыдущем пункте этого видео. Можете сразу подкинуть актуальную прошивку с сайта производителя. По завершении установки вы увидите стартовый экран и первоначальную настройку. Подробнее можно посмотреть видео с заменой жесткого диска. Подсказка сверху и ссылка в описании. По поводу сейвов. Если вы использовали дампы APIS 893, естественно только для ознакомления, с оригинальным Keystone файлом, то они подойдут к лицензии. Тогда их можно скопировать. В иных случаях сейвы будут отображаться как битые и работать не будут. К тому же они должны быть сделаны с аккаунта, который был в PSN и активирован оригинальным PSN ID. Если с помощью тренеров хитрецы накрутят себе ништячков в игре и потом подкинут этот сейв на лицензии, то почти гарантированно получат бан. PSN отслеживает это, поэтому не стоит рисковать. Сразу скажу, что если просто удалить все, что вы видите, то это не защитит вас от бана. Кроме явных следов, есть еще и невидимые глазу. Логи запуска и другие системные данные, которых быть не должно. Именно поэтому нужно полностью форматировать жесткий диск PS4. Вот и все. Можете играть онлайн. Хотя для вас, скорее всего, будет выгоднее просто продать PS4 со старой прошивкой и купить новую. Возможно, еще останется сдача на один лицензионный диск, потому что цена на такие консоли обычно на 30-50% выше, чем на обычные. Однако решать, как поступить, только вам. Отдельное спасибо Тимуру Алибегову за поддержку на Патреоне. Вот мой инстаграм. Я его использую для связи и отвечаю там на сообщения. Ссылки на донаты и Patreon будут в описании. И как всегда, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.